Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о том, как я поменял ручки, точнее грипсы, на мотоцикле Super Soca TC 2019 года выпуска. Вот, сейчас у меня стоят вот такие вот грипсы красивого темно-шоколадного цвета, вот с такими вот заглушками сбоку, красивыми. Также рукоятка, которая находится на акселераторе. А вот, собственно, стандартные рукоятки, которые были до этого у меня. Они устанавливаются на обычные Super Soca. Идут в стандартной комплектации. Они, видите, гораздо светлее цветом. Вот такой вот формы, напоминающий что-то неприличное. Вот. Также у них, у этих рукояток, вот такой вот колпачок алюминиевый. Вот так, наверное, лучше будет видно, вы знаете эту рукоятку. Вот. И внутри там очень интересная штука. Пластиковая гайка. Но о ней расскажу чуть попозже. Сначала расскажу о том, как я их менял. Собственно, процесс монтажа у нас разделяется на две части. Левая и правая. Проще всего и быстрее заменить левую. Левая снимается прямо целиком. Не надо их разъединять с вот этой штукой. С вот этим вот колпачком алюминиевым. На самом деле, внутри вы можете увидеть такую черную гайку под шестигранник. Это на самом деле пластмассина какая-то очень дикая. Вот смотрите. Стараюсь сделать так, чтобы было видно. Сейчас, одну секундочку. Вот так вот, смотрите. Это очень дикая пластмассина какая-то. И при попытке ее провернуть вот таким вот шестигранником, она у вас просто будет прокручиваться внутри вот этой части. Извиняюсь за шум, здесь рядом трамвайные пути. Вот так спонтанно решил снять для вас видео. Так вот, если вы будете крутить ее внутри этой части алюминиевой, у вас ничего не получится. Вы ее будете крутить до бесконечности. И на самом деле это пластиковая обманка, которая нужна лишь для того, чтобы закрепить с помощью вот этой вот пластиковой обманки, вот так вот, в этой ручке, вот с обратной стороны прикрепить к этой ручке вот эту вот алюминиевую часть. Поэтому левая ручка снимается целиком. Вы прям берете ее и силой стягиваете. Вот это левая ручка. Видите, у нее диаметр внутри уже. Вот здесь она идет шире, а внутри уже. Это под руль 22 миллиметра. Стандартный мотоциклетный руль. Снимаете ее и все, она у вас целиком, как бы все, кладете, да лучше в ней, не знаю. Вот. Я почему поменял? Мне не нравился хват этой ручки и материал. Он очень дешевенький такой. Здесь какой-то пластик такой, ну, или очень силикон непонятный. Вот. Здесь более приятный силикон, плюс утолщение на ручке в середине, то есть удобнее хват идет. Ну, цвет еще поприятнее. Вот. Хотя вот этот цвет, видите, совпадает с сиденьем. Поэтому может кому-то так показаться не совсем логично менять эти ручки. Вот. Но тем не менее я их поменял. Продолжаем. Собственно, это у нас идет, это у нас была левая ручка, теперь правая. Вот она, правая ручка. С правой, сразу скажу вам, помучайтесь. Если вы хотите поменять правую ручку, то вам придется менять вот эту вот часть. Вам придется открутить сам блок с гашеткой, с регулятором гашетки. Вот, придется открутить. И уже либо снять вот эту пластиковую часть и надеть пластиковую часть с нужной рукояткой, которую вы уже закажете с Алиэкспресс, не знаю, и так далее. Вот, внутрь вот этой конструкции. Я здесь столкнулся с еще одной проблемой. При попытке мной открутить вот эти части, откручиваются они с помощью выкручивания двух болтиков. Вот и вот ниже. У меня связалась резьба на них. Собственно, я вам сейчас покажу немножко. Здесь
банальные. Я не смог их открутить, потому что у меня слезался шуруп здесь и слезался шуруп здесь. Но это левый регулятор, он в принципе как бы его откручивать незачем, потому что ручка снимается очень легко. Вот здесь. Что-то у меня расфокус так. Вот. Ручка снимается достаточно легко с левой части руля. А вот, собственно, с правой пришлось повозиться. Поскольку пульт открутить я не смог, я решил снять эту ручку целиком. У меня это получилось, как видите, но я очень намучился. Это реально тяжело. Плюс еще тяжело потому, что, собственно, здесь вот эта правая ручка посажена на какой-то лютый китайский клей. И выглядит он вот так. Смотрите. Вот, чтобы вам было видно. Вот таким вот образом он выглядит. Внутри весь промазан вот этим вот китайским клеем, который очень трудно отрывается. Собственно, тяжело было снимать. Ну, при этом она так немножко порвалась вот здесь в процессе съемки, потому что клеевое соединение с пластиком вот этого регулятора оказалось прочнее, чем сам материал этого силикона. Вот. Сама ручка, кстати, гораздо тоньше. Вот сейчас я вам покажу две ручки. В сравнении, смотрите, это правая и левая. Видите, у одной из них идет утолщение внутреннего диаметра, а у другой ничего не идет, собственно. Это левая, она легко снялась, это правая. Правая вся на клею. Вот, так что, как бы, будьте начеку, если кто-то хочет это менять, и кому-то больше повезет, то вы сможете открутить вот этот пульт и поменять просто целиком гашетку с заказанной вами новой. Либо те, кто решит пойти по моему пути, будьте готовы, собственно, поковыряться с этой ручкой и заменить ее. Ну, собственно, она выглядит новая ручка выглядит гораздо лучше. Вот, гораздо симпатичнее. Я, кстати, заказывал их с AliExpress, ссылку я оставлю в описании к этому видео. И с ними в комплекте были вот эти вот грузики руля или заглушки, кто как их называет. Вот. Красивые, шикарные, знаете, ну, прям очень хорошо смотрится, мне нравится. Знаете, появился такой даже очень красивый, еще более брутальный вид. Вот как это смотрится издалека. Вот таким образом. Ну, собственно, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться, поставить свой лайк. Ну и, естественно, оставляйте комментарии. Всем хороших покатушек.